Добрый день, уважаемый зритель. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Кашель. Вот у человека настолько кашель тяжелый при всеразличных заболеваниях легких и не только, что человек не может успокоить кашель. Конечно же, нужно помнить, что Восток объединяет все во единое целое. И меридианы, которые простираются в области легких, также могут негативным своим состоянием влиять на кашель и не только, и на всеразличные заболевания. Внимание на схематическое изображение меридиана почек, и мы видим, что бронхиальное дерево, легкие точно так же, что подвластны меридиану почек. И если у человека есть частые заболевания, либо простуды, которые приводят к постоянным кашлям и легкие уязвимые, то не нужно думать, что это именно уязвимые легкие. Нужно обратить внимание на меридиан легких и на те меридианы, которые проходят по области, где располагается бронхиальное дерево, легкие. И если эти меридианы не выполняют функцию, либо они часто воспаляются, то это может приводить к тяжелым последствиям, тяжелому кашлю, вплоть до, скажем так, рвотного рефлекса от кашля. Это, конечно же, очень негативное состояние такое, которое человек не может себе помочь. Но точка R3 Тайси есть у каждого человека на Земле. И человек через точку R3 Тайси может себе помогать при негативном проявлении воспаления меридиана почек. И не только. Здесь мы также через эту точку R3 Тайси можем сразу же оказывать влияние и на сам орган легкий, на область легких, на область бронхиального дерева и на те меридианы, которые также проходят и имеют внутреннюю связь с легкими. То есть человек должен что? Массажными профилактическими движениями оказывать внимание на эту точку R3 Тайси, и вы добьетесь положительного результата. Конечно же, нужно знать, если у вас кашель хронический, здесь без диагностики 12 меридианов никуда не обойтись, потому что нужно увидеть общую картину и потом приводить ее в норму. Но если кашель одолевает вас и уже практически ничего не помогает, то точка R3 Тайси вам в помощь. Спасибо за внимание.